что-то не то. Всем привет! Одна из самых нужных вещей – это печка, ну или горелка. Она есть у каждого, и порой она просто незаменима. Но есть один огромный минус – топливо. А что если закончится газ? А может, газ больше не нужен? Или печка больше не нужна? Здравствуйте, друзья! Сегодня испытаю несколько конструкций. Есть медная трубка небольшого диаметра. Чтобы внутри нее протянуть хлопчатобумажный фитиль, я сначала протянул внутри обычную леску. Кончик лески с одной стороны приклеил к фитилю и за счет этого протянул фитиль на всю длину трубки. В качестве оправки подошла трубка небольшого диаметра. На ней я сделал несколько витков. По плану это замкнутый испаритель, который должен испарить жидкое топливо и превратить его в газ. Он будет стоять в крышке от небольшой стеклянной банки, которая и будет баком для топлива. В качестве сопла я взял, что попалось под руку. Это сопло от сварочной горелки 0,8 мм. Оно будет в центре нагревать испаритель и выдавать пламя. Все собираю воедино, все места стыков промазываю своим любимым клеем. В качестве топлива сначала будет очищенный бензин. Он не так сильно пахнет, как обычный. Странно, но такая конструкция просто отказывалась работать, хотя и должна была. Но разве это может остановить? Дальше пошли различные конструкции испарителей и с разным вводом в них топлива. Один работал не совсем стабильно, а второй вообще слишком опасный. Все конструкции были сразу забракованы. Продолжим. У меня есть различные трубки разных диаметров, и они сейчас тоже пойдут на испытания. Теперь я решил испробовать, будет ли вообще одно топливо превращаться в другое. И сделал последовательную систему превращения воздуха в горючий газ. В качестве бака все-таки будут те же самые банки, с двумя трубками разной длины в каждой из них. За основу взял аквариумный компрессор. За счет прохождения воздуха через жидкое топливо воздух насыщается парами горючего. Надеюсь, я правильно выразился. Все заработало, а значит, еще не все потеряно. Но есть небольшой минус. Нужно электричество. Значит, продолжаем испытания. В тот день я сделал очень много любопытных экспериментов. Даже попробовал, как будет себя вести сеточка для освещения от газовых ламп. Будет ли она вообще давать свет без лампы? И чем ее можно заменить? Если вам интересна тема освещения на газу или на жидком топливе и эксперименты со светом, пишите в комментариях и ставьте лайки. Я обязательно подготовлю видео и покажу, что у меня получилось.
Вернемся к теме видео, а то что-то я отвлекся. Из трубки в 6 мм и оправки из ПВХ трубы я снова сделал испаритель, но уже горизонтальный и уже только частично замкнутый. В нижних точках витков сделал 2 отверстия, каждое диаметром в 1 мм. Испаритель, как раньше, установил на крышку, просверлив отверстие и скрепив двухсоставным клеем все швы. Для подачи топлива в испаритель сложил хлопчатобумажный фитиль в несколько раз и, вворачивая, засунул его насколько смог в эту трубку, но не доходя до верхней точки витков, чтобы он не сгорел внутри. В качестве топлива на этот раз решил попробовать изопропиловый спирт. Очень распространенное, недорогое и относительно экологическое жидкое топливо. Разгорается горелка несколько минут и наконец заработала. Сейчас попробую вскипятить кружку воды для чая. Ребята, если понравилось видео, вы знаете, что делать. Лучшая благодарность — это просто лайкос, подписка, колокольчик. Делитесь ссылками в социальных сетях. Пусть видео помогает людям. Все полезные ссылки, как всегда, оставлю в описании. Тема печей и горелок очень интересна, впрочем, как и освещение. Конструкция максимально простая и в то же время эффективная. Конечно, и недостатки тоже есть, но есть и достоинства. Друзья, добра вам и вашим близким. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи на канале. Пока-пока.